В Азербайджане активно обсуждается возможность размещения на территории страны турецкой военной базы. Если этот проект будет реализован, речь пойдет о первой полноценной базе государства-члена НАТО в Закавказье, что кардинально изменит баланс сил в регионе. По оценкам аналитиков, это решение связано с растущим давлением на Баку со стороны России. В Азербайджане усиливаются опасения, что после окончания конфликта в Украине Москва может попытаться усилить свое влияние на Южный Кавказ, что воспринимается в Баку как потенциальная угроза. По предварительным данным, обсуждается строительство базы совместно с Турцией недалеко от российской границы. Таким образом, Турция, являющаяся страной-членом НАТО, может значительно укрепить свои позиции в регионе, который традиционно считался сферой влияния России. Ранее сообщалось о росте напряженности в российско-азербайджанских отношениях. Некоторые западные посольства, в частности США, даже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Азербайджана, что также может свидетельствовать о нестабильной обстановке. Если планы по созданию турецкой базы будут реализованы, это будет иметь долгосрочные последствия. Турция давно заинтересована в открытии Зангезурского коридора, который соединит Турцию и Азербайджан через территорию Армении. Для защиты этого маршрута Анкара стремится создать надежную систему безопасности, в том числе с учетом возможных рисков со стороны Каспийского моря, где расположены российские военные силы и 102-й российской военной базы в Армении. Все это укладывается в стратегию Анкары, которая активно расширяет свое влияние в регионе под лозунгами мира и стабильности, прикрывая свои геополитические интересы. Турция, как страна НАТО, координирует свою деятельность с западными партнерами, и усиление ее позиций в Закавказье отвечает интересам блока. Для Москвы подобный сценарий несет серьезные риски. Турция исторически активно использовала разнообразные группы влияния, в том числе повстанческие движения, для продвижения своих интересов в соседних регионах. В 1990-е годы турецкое влияние в закавказских конфликтах уже проявлялось, и в современных условиях ситуация может повториться. Российские аналитики напоминают, что предыдущие кризисы в отношениях с Турцией, инцидент с российским самолетом в 2015 году и убийство российского посла в Анкаре не стали для Москвы достаточным сигналом для пересмотра своей политики в отношении Анкары. Таким образом, Южный Кавказ становится ареной очередного этапа борьбы за влияние, последствия которого будут ощущаться не только здесь, но и в Черноморском регионе, а также на Ближнем Востоке. На фоне обострения ситуации турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, подчеркнув, что Анкара поддерживает дружественные отношения как с Москвой, так и с Баку, и призвал стороны к сдержанности. По его словам, Азербайджан также заинтересован в снижении напряженности и пытается стабилизировать ситуацию. Параллельно обсуждается новый экономический проект. Азербайджан выразил готовность поставлять природный газ в Сирию, что стало одной из тем переговоров Эрдогана и Алиева на недавнем саммите Организации экономического сотрудничества. Этот шаг может дополнительно укрепить позиции Баку и Анкары на Ближнем Востоке. На этом фоне, по мнению некоторых наблюдателей, Москва может готовить жесткий пакет ответных мер в отношении стран Закавказья и Центральной Азии, где, по оценкам российских властей, в последнее время усилились ограничения в отношении русскоязычного населения. Речь идет о принятии законов, ограничивающих использование русского языка в различных сферах общественной жизни. Среди обсуждаемых мер называются введение визового режима для граждан этих государств, ограничение на денежные переводы из России, что может серьезно повлиять на экономику мигрантов и их семей, квоты на трудоустройство выходцев из этих стран, блокировка совместных логистических и инфраструктурных проектов, включая те, где задействованы российские компании. Особое внимание, как считают аналитики, уделяется Таджикистану, Узбекистану и Киргизии, где ситуация с русскоязычными наиболее чувствительна. Кроме экономических ограничений в российском руководстве, по данным некоторых источников, обсуждаются и возможные силовые сценарии, от проведения масштабных военных учений вблизи границ этих стран до обсуждения концепции так называемого гуманитарного вмешательства,
в случае резкого ухудшения ситуации с правами русскоязычных, например, при массовых репрессиях или актах насилия. Если вы заметили, Россия под предлогом защиты русскоязычных делает акцент на давление на те постсоветские страны, где с каждым годом усиливается влияние Турции. Все это воспринимается как сигнал региональным властям о том, что Москва готова защищать свои интересы не только дипломатическими, но и силовыми методами. Параллельно обсуждается ситуация в российско-азербайджанских отношениях. По сообщениям СМИ, глава Роснефти Игорь Сечин якобы призвал Кремль как можно скорее урегулировать напряженность с Баку, поскольку дальнейшая эскалация способна создать серьезные риски для нефтегазового сотрудничества между двумя странами. Как отмечают эксперты, Сечин заинтересован в восстановлении добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном и развитии совместных энергетических проектов. Существующее напряжение он якобы охарактеризовал как ненормальное и нежелательное, поскольку им уже сейчас пытаются воспользоваться конкуренты обеих стран на международном энергетическом рынке. Вместе с тем, по мнению аналитиков, далеко не все в российском руководстве разделяют позицию Сечина по этому вопросу. Отмечается, что глава Роснефти имеет собственные интересы в поддержании связей с Азербайджаном, учитывая его давние деловые контакты в нефтегазовой сфере Баку. Именно поэтому его инициативы могут восприниматься как попытка защитить в первую очередь экономические интересы компании, а не государства в целом. На этом фоне армянские специалисты подчеркивают важность учета позиции Армении по вышеуказанным вопросам, поскольку эти процессы затрагивают ключевые интересы страны. Ереван ни в коем случае не должен идти на уступки по вопросу так называемого Зангезурского коридора, поскольку это касается суверенитета и безопасности государства. Любые попытки навязать Армении экстерриториальные коридоры противоречат как национальным интересам, так и принципам международного права. После последних бурных событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе формируется новая архитектура региональной безопасности. В этих условиях крайне важно, чтобы Армения заняла проактивную позицию. Следует не допустить сценария, при котором внешние силы, пользуясь сложной обстановкой, будут навязывать стране невыгодные решения. Вместо этого Армения должна строить такие отношения с ключевыми международными игроками, чтобы они были заинтересованы в сотрудничестве, а не в давлении. Сегодня открываются новые возможности для превращения Армении в важный центр регионального взаимодействия, а не в объект внешних претензий. Для этого необходима четкая и принципиальная позиция, последовательная дипломатия и укрепление внутреннего потенциала государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом агентства Armenpress высказал известный востоковед, тюрколог, академик Национальной академии наук Республики Армения Рубен Сафростян. Его оценкам согласны многие армянские политологи, анализирующие сложную ситуацию в регионе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.